Топ-5 несертифицированных ТВ-боксов. Да, у нас никогда такого топа не было, но растет потребность у людей. При этом у нас сейчас уже два лагеря, это как айфонофилы и андроида любы. И получается ситуация, есть сертификаты, есть несертификаты. У несертификатов есть свои преимущества, о которых мы поговорим в этом обзоре. И презентуем вам топ-5 устройств на весну 2025 года. При этом он будет в разных ценовых категориях. Абсолютно вот все, которые мы считаем самые вот Технозон подтвержденные, Технозон рекомендует, скажем так. Поэтому на канале Технозон топ-5 устройств. Поехали. Ну и что я вам скажу? Конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео, а ссылочки, главное, на проверенных продавцов и на обзоры всех этих приставок, потому что мы их держали в руках и знаем, о чем мы говорим, лежат вот здесь вот в описании под видео. Смотрите, если вы думаете, что я не использую ни сертификаты, то я использую их очень часто. У меня есть Yugus AM6B+, у меня есть Yugus X4Q Extra, я их использую для Dolby Vision просмотра, но они будут в этом топе, но будет очень интересно. Мы идем от последнего места к первому, и у нас будет еще один интересный, скажем так, внетоп, которому мы даем очень хорошую рекомендацию из-за того, что он очень много предлагается по этому ТВ-боксу. На пятом месте у нас с вами Vontar X4 и X3. Объясню. Легендарные ТВ-боксы, которые продаются уже очень много лет. При этом Vontar X3 у нас вот Vontar X3 продается на iMlogic S905 X3, еще старом процессоре без AV1 кодека, но за его цену, за $33, вы получаете ТВ-бокс под прошивку Yugus, либо под прошивку Slimbox. При этом у него 1000 мегабитный LAN, немножко доработать охлаждение, и у него неплохой Wi-Fi 5 ГГц и формулы памяти неплохие. 4 на 32 за $33 на секундочку. Вы получаете действительно неплохой ТВ-бокс, но вам придется шить чего-то там и все-таки дорабатывать охлаждение. Как и, допустим, тот же самый Vontar X4, точно такой же, только с 1000 мегабитным LAN, но при этом он с такой же проблемой охлаждения, и при этом его шить только на Slimbox, под него чистой прошивки Yugus нет. И Vontar X3, в принципе, и Vontar X4 на последнем месте, потому что нужно много заморачиваться, при том, что прошивка Yugus старовата, там нет нового ядра, то есть их потом уже не взламывали, потому что это было невозможно. То есть, ну, в принципе, можно поиграться с ними. Классно. Но, имея, допустим, оригинальный Yugus, я вообще не вижу смысла с ними, скажем так, заморачиваться, потому что есть у нас на 4-м месте целая серия Yugus X4 Cube, и есть у нас Yugus AM6B+, они на одном месте, объясню. Дело в том, что Yugus AM6B+, он немножечко уже морально устарел, но это один из самых мощных ТВ-боксов на рынке, с поддержкой Dolby Vision 7 профиля, $152. И здесь Android 9, который я считаю самым удачным для ТВ-боксов, потому что нет никаких заморочек с подключением, допустим, внешних устройств хранения. При том, что все эти ТВ-боксы, вот если брать там, как говорить, там не сертификаты, да, на них можно устанавливать сторонние приложения из чистого Play Market. То есть, если вы хотите, например, получить коммуникативные какие-то способности, подключить внешнюю камеру и подключить сюда, например, там какой-то мессенджер, то вы это можете сделать. Вы это можете сделать, в отличие, допустим, от сертификата. Там все немножко ограничено. Но там вы можете смотреть, например, Netflix 4К, если Netflix сертифицированный. Насчет каких-то сервисов по типу, как у нас в Украине, там Мегуго, Свит ТВ и тому подобное, они будут здесь работать 100%. То есть на всех этих ТВ-боксах они будут работать 100%. Поэтому вот, можете, в принципе, смотреть. И покупать под эти сервисы, если вдруг вы такое задумали. Но здесь не будут работать какие-то там праймы и тому подобное. Теперь дальше. Смотрите. Yugus X4Q Pro, более современный Android 11 из 905 X4. Формулы памяти есть от 2 на 16 до 4 на 64. Да, все они с 1000 мегабитным ланом. У них у всех есть автофреймрейт, нативный. Короче, все классно. Есть в этом классе еще Yugus X4Q Extra, да, конкретно который у меня. Но он стоит дороже $100, но в нем тоже есть Dolby Vision, и можно при определенных условиях получить даже 7-й профиль Dolby Vision. Неплохие ТВ-боксы, учитывая то, что у них Widevine L1 есть, то есть вы можете, например, все наши украинские сервисы смотреть вообще беспроблемно. Тут вы получите в полном качестве, все классно. И они достаточно мощные, ну и Yugus прошивки там с CIFS клиентами, если вы понимаете, о чем я говорю, с NFS клиентами, с Samba сервером, с различными фишками и глубиной настройки, это просто отлично. Хотите Android TV интерфейс, поставили Android TV модуль.
не хотите Android TV интерфейс, не ставите. При том, что югусы можно купить и в Украине со скидкой по промокоду Технозон, для того, чтобы их не ждать. Это ссылки я, кстати, закинул в описании под видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Дальше у нас есть Югус AM8 Pro. Ну, а кстати, забыл сказать, что вот этот вот Югус AM6B+, он имеет Wi-Fi 6, поэтому тут тоже такой момент, по сравнению, если с Вонтерами брать, то, ну, сами понимаете, что Югус будет интереснее. На третьем месте у нас два ТВ-бокса, Югус AM8 Pro и Югус AM8 и Югус SK1, ну, Югус AM8 и AM8 Pro. Один и тот же ТВ-бокс с разными формулами памяти, пожалуйста, есть 8 на 60, 8 на 64, хотя написали на 68, и 4 на 32. Классные ТВ-боксы с 1000 мегабитными ланами, оба ТВ-бокса на M-Logic S928XK, очень крутые. Кстати, у всех югусов есть в пробросе Dolby True HD, есть в пробросе Dolby Atmos, есть в пробросе DTS HD Master Audio. Вот с этим тут как раз проблем нет. Качество сборки отличное, охлаждение не надо заморачиваться, охлаждение всегда топовое. Но они вот на третьем месте, вот конкретно вот эти вот третье, четвертое место из-за цены. Цена, конечно, я вам скажу, нифига не демократичная, потому что первые два места будут немножко интереснее. Что мы здесь имеем интересного? Wi-Fi 6, 1000 мегабитный LAN, 8 на 128 на LPDDR4, самый мощный процессор на рынке ТВ-боксов S928XK. При том, что очень плохо, что он не 64 бит система на нем стоит 32 бит система на 64-м, на ядре 64 бит, но это в принципе для контента абсолютно не имеет никакого значения, потому что даже, допустим, Google делает свои ТВ-боксы на 32-битной системе. Ну вот как-то так заведено. Что еще интересного? Интересно все. Пульты нормальные, хорошо сделано. И разница, вот вы меня спросите, а в чем разница между Югус AM8 Pro и Югус SK1? Пожалуйста, на Югус SK1 есть тоже Widevine L1 DRM. Тоже можно, в принципе, заводить какие-то классные стриминговые сервисы. Но тут еще один момент. Я же делал на них на всех обзоры. Вы можете пойти в описании под видео посмотреть. И я там все эти досконально вещи разбирал. Поэтому, пожалуйста, смотрите беспроблемно. Кстати, на украинских магазинах можно тоже купить его со скидочкой по промокодику Технозончик. Тоже ссылочки закинул в описании под видео. На втором месте у нас Tanix W2. Это, наверное, самый прикольный ТВ-бокс. В том плане, что есть 4 на 32, 4 на 2 на 16. Потому что за свои деньги под прошивку слима он дает самые прикольные возможности. То есть это M-Logic S905W2. Имеет AV1 кодек. И это прям вот бестселлер топ-1 на текущий момент, при том, что тоже в Украине можете взять его, там, грубо говоря, 2.16 за 1000 гривен, либо там за 1594 на 32, при этом с гарантией для того, чтобы не ждать. Но это тоже суть не в этом, вы можете выбирать сами, где покупать, абсолютно не настаиваю. Чем интересен ТВ-бокс? На него накатили столько разных приколов через сторонние прошивки, что позавидуют иногда даже там вот эти вот вонтеры, которые были со своими кастомами, потому что Таниксом действительно занимаются и занимаются четко. У нас есть даже там, мы в нашем чате там президент Таникс клуба, мы называем его Таникс Шит Клуб, не знаю, оценят, не оценят эту шутку, но это шуточное название, потому что ТВ-бокс действительно достойный. Но он на втором месте всего лишь, ссылочки тоже на обзорчик посмотрите, я делал. А на первом месте у нас Tox 3, объясню, потому что вот здесь вот у нас вступает очень классная тема. Это ТВ-бокс, который, не нужно шить. Хорошая формула памяти 4 на 32, 1000 мегабитный LAN, у него нормальное охлаждение, у него Югус ассоциированная прошивка. Сюда вы можете поставить Android TV модуль. Если уж вы хотите поизвращаться, вы можете сюда даже накатить Slimbox прошивку. В нем есть, кстати, у нас из Dolby Vision поддержка только у Югусов, которые старшие, да, там есть подороже. Из Dolby Vision здесь у нас поддержка HDR, HDR10+. Кстати, тоже в Украине можно купить со скидочкой. Пожалуйста, заходите с разные. Просто для вас ссылку тоже закину в описании под видео. Но чем интересен Tox? Вы получаете, опять же, нативный автофреймрейт, без всяких танцев с бубнами. Вы получаете кастомизацию, получаете нормальный пульт и при этом за приемлемую цену. Ну, например, вы взяли Вонтер за $33. Вы там начали к нему клепать какой-то охлад. Вы начали шить на какие-то старые прошивки Югус. Вы начали там что-то делать. А по факту вы получите продукт, возможно, даже хуже. Потому что здесь 1000 мегабитный LAN.
Это один из самых интересных боксов в своем классе за 52 бокса с 1000 мегабитным ланом и в сочетании с его прошивкой и возможностями. Tox 3 это однозначно бестселлер, он продается тысячами. Здесь вот только у этого продавца 500 плюс проданных. А этих продавцов на Алиэкспрессе вы знаете сколько? И у этого ТВ-бокса, давайте мы посмотрим на рейтинг, 4,9. 4,9, 176 оценок, 4,9 это все проверенные покупки. Это один из самых высоких показателей. Например, у Югус СК1, давайте, у Югус СК1 вообще пятерочка. Нифига себе! Я тут распинаюсь про Tox 3, Югус СК1 за 209 баксов, ты нам дал, лупанул пятерку по отзывам, я в шоке. Слушайте, а по Вонтору вообще залипуха такая. По Вонтору 4,7, вот это интересный момент. А ты видела вообще 4,9? Лиса, оказывается, видела, блин, а я тут. А на Таниксе, кстати, вот вам ради прикола тоже пятерочка рейтинг. Видели, а? Класса. Да, теперь, что касаемо, ну вот первое место, топ-5 я сказал, выбирать вам, где покупать, выбирать вам, я вообще не топлю ни за кого. Что можно еще брать из несертификатов, например, из несертификатов в Украине можно взять Nexon, и Nexon, я вам скажу, они ничем не примечательны, прям мега-супер, это обыкновенные ТВ-боксы. Но мы говорим, что это не топ, ну топ-1 я его не назову никогда, я вам честно скажу. В них хорошее охлаждение, это вот то, за что я, допустим, рекомендовал бы. Сейчас акция от Технозон идет, у нас получается к ТВ-боксам серии X от Nexon идет в подарок 2 года подписки на официальный стриминговый сервис Украины на 2 года. И получается, что вы очень хорошо экономите. Вы очень хорошо экономите, и у нас получается 2 года гарантии на ТВ-бокс, гарантия на замену, грубо говоря, блока питания, если с ним что-то случается, его просто меняют, как и на кабель HDMI. 2 года подписки, еще и промокодик Технозончик можно использовать. Тут уж я вам скажу так, ссылку закину в описании под видео, еще можете поучаствовать, если вы в Украине. Это конкретно для Украины, если вы живете в Украине, то можете поучаствовать еще в розыгрыше ТВ-бокса X9. И можете перейти, посмотреть обзорчик тоже, вот именно по этой акции. В принципе, он не касается этого топа, и всего лишь они здесь появляются, потому что они не сертификаты, мы их рекомендуем за совокупность вот этого всего дела. То есть хорошее охлаждение, гарантия, плюс хороший подарок, и они получаются в итоге за очень небольшие деньги. Поэтому вот они у нас здесь в нетопе будут. Мы свой топ сказали, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.